В этом видео мы обсудим лучшие решения ремонтов, которые проверены временем. Это будут абсолютно разные решения из разных сфер, однако это то, что понравилось мне, это то, что понравилось нашим клиентам, это то, что я могу вам смело рекомендовать. Первое. Обои широкоформатные. Очень удачное решение, которое мы будем повторять в проектах. Себе я выбрала очень плотные, антивандальные и по ощущениям больше похожие на бетон, хотя у тех, кто занимается широкоформатными обоями, бывают очень разные текстуры. Сможете пощупать и выбрать на свой вкус, если соберетесь делать себе такое. Широкоформатные обои зачастую легко моются, монтируются, недорого обходятся и вообще имеют сплошные плюсы. В общем, вид с кровати меня очень радует. Одно решение, и вот оформлена и защищена от всех вандалов целая стена. Теневой зазор. Очень красивая и функциональная технология стыковки материалов. За ней будущее. Если строители ее освоят, маляры станут счастливее. Потому что еще никогда не было так просто оформлять углы соединения вертикальных и горизонтальных плоскостей. С уборкой все тоже проще, чем с рельефным плинтусом, потому что вместе с плинтусом у вас уходят лишние плоскости, на которые оседает пыль. А если вы грязной тряпкой будете пачкать стены, то вы и плинтуса грязной тряпкой тоже испачкаете. Так что здесь не подменяйте логику. Большое зеркало со скрытой подсветкой за ним и рельефной плиткой и темные стены по бокам. Получается очень приятное атмосферное освещение и очень красивая подсветка лица. В таком зеркале все будут красотками. Если бы я каждый раз делала селфи, когда я любуюсь собой в этом зеркале, то у меня был бы уже миллион таких селфи в этом зеркале. А если это было бы единственное в квартире зеркало для макияжа, то можно было бы добавить на отдельную кнопку подсветку для лица по периметру с рассеивателем. Еще одно мое излюбленное решение, которое мне очень нравится и которое я могу смело рекомендовать, это стеклянная стена в мастер-санузле. Кстати, за карнизную подсветку у шторы и потолочный свет в этом санузле я включаю очень редко. Днем, несмотря на то, что это затемненное серое стекло, дневного света хватает, и искусственное освещение можно вообще не включать. В общем, и цвет этого стекла тоже оказался очень приятным решением. При просмотре обзора моей квартиры у многих возник вопрос, как мы поставили такое большое цельное стекло. На самом деле процесс установки такого большого стекла было организовать достаточно непросто. Сначала надо было на руках поднять и внести это большое стекло, учитывая все проходы и развороты. Потом достроить недостающие стены. И уже потом, когда проведены все черновые и почти все чистовые работы, установить и закрепить это стекло. Так что если вы хотите себе что-то подобное, помните, что нужно держать какой-то подобный алгоритм в своем уме. Очень понравилось решение, когда в детской мы пригласили художника, чтобы он разрисовал стены. Иногда это заранее подготовленные трафареты, иногда художники рисуют от руки, а иногда приходят с проектором. В общем, все зависит от задачи. Тоже выходит недорого, а смотрится очень классно, нас всех порадовало. Будем такое применять и вам рекомендуем, приглашайте в дом художников. Трековые системы встроенные и накладные. Очень мне нравятся эти системы тем, что можно после ремонта управлять, прибавлять, переставлять, а в некоторых моделях даже переназначать разные светильники на разные выключатели в рамках одного трека. Это решение я уже показывала в обзоре своего проекта «Однушки». В общем, нарадоваться на эти системы не могу, но еще сейчас набирают обороты системы типа гирлянд, ленты и ремни со светильниками, которые также можно кастомизировать под меняющиеся нужды уже после ремонта. Тоже посматривайте на них. Еще одно мое излюбленное решение – это накладной тонкий алюминиевый карниз. Он стоит очень недорого, занимает мало места, и если особым образом сшить шторы, то его можно красиво закрывать этими шторами. И получится, что шторы у вас идут прямо от потолка, немного перекрывая карниз. Это тоже мое любимое решение, особенно для мест, где нельзя опускать потолок, чтобы скрыть карниз для штор. И да, алюминиевые карнизы гораздо лучше пластиковых. У них плавный ход, и их не надо судорожно дергать.
Еще одно хорошее решение, которое я вам рекомендую, которое мы будем повторять, это полочка для досок на кухне. Очень удобная, недорогая деталь хранения, а столько радости для хозяйки. Применяйте ее в самые подозрительные ниши и даже специально формируйте. С ней очень удобно. Цветные и иногда даже темные потолки. Что-то нам всем в команде они так нравятся. И у меня дома в ванной темно-серый потолок причиняет мне сплошную радость и совсем не давит. И у клиентов в недавнем ремонте черные потолки в санузлах и в сегментах потолка тоже их радуют. Бежевые потолки смотрятся очень обволакивающе и дарят уют. К тому же это решение очень недорогое и простое. В общем, будем и дальше работать с удовольствием с цветом потолков. Смесители с термостатом хороши как в новостройках, так и в старых домах, ибо удобны настолько, что после них судорожно крутить смеситель в попытках выловить нужную температуру каждый раз перед использованием кажется уже прошлым веком. В общем, это тот комфорт, за который стоит доплатить. Кстати, пока вы настраиваете воду, вы ее в какой-то степени сливаете зря. Так что, может быть, это и не переплата. Керамогранит, например, 180 на 60, 180 на 90. Отличный формат для пола, да и вообще для всего. В принципе, любая прямоугольная плитка больше 120 см по длинной стороне хороша. Заносится хорошо, швов получается мало, раскладывать и нарезать получается довольно легко, особенно в стандартной ванной комнаты. И стоит при этом она еще более-менее. Ткань в текстиле интерьера с переплетением нитей. Издалека нити разного цвета почти сливаются, и общий объем читается как моноцветный, но уже чуть ближе и вплотную видна приятная текстура, которая добавляет в интерьер многообразия и выразительности. Хорошо сочетается с кожей, например, диван из такой ткани с кожаными подушками или боковинами. Очень стильное сочетание, и оно не выйдет из моды, потому что это закон гармонии и сочетаний, который, кстати, мы проходим на курсе по стилизации. Вообще, представленная теория контрастов у меня авторская и очень детальная, объясняющая все нюансы интерьерных сочетаний. Я все систематизировала и подошла к этому вопросу с академической дотошностью, чтобы всем, даже далеким от искусства, было понятно, что, как и с чем и когда нужно сочетать. И даже как сочетать между собой разные интерьерные стили, так чтобы это выглядело не мешанина, а целостный и выразительный интерьер. Потому что у красоты есть правила, и я на курсе рассказываю о них. Именно поэтому даже профессионалы за 4 недели очень мощно прогрессируют, не говоря уж о новичках. Подробности о курсе будут в описании. Делитесь комментариями вашими лучшими и любимыми решениями, поддержите это видео лайком и подписывайтесь на канал, если еще этого не сделали. До новых встреч, всем дизайн!